Друзья, всем привет и добро пожаловать на канал RenoNet. Позвольте представиться, меня зовут Аня, и я решила попробовать себя в медиа-сфере, узнать, что это такое, понять, как создается контент и, конечно же, стать автором своего собственного. А вот какого именно, вы узнаете в конце ролика. Я как-то задумалась, а почему бы не пересесть с ноутбука на стационарный ПК? Но возник главный вопрос, а какой ПК собрать? И я решила усложнить себе задачу и собрать компьютер самостоятельно. И сейчас я вам расскажу, какой. Поехали! Начала я выбор, безусловно, с сердца ПК. К этому вопросу я очень ответственно подошла, так как понимала, что от выбора процессора будет зависеть вся моя дальнейшая сборка. И путем сравнения работоспособности и цен процессоров я решила остановиться на Intel Core i5-12400R. Он вполне неплохо себя зарекомендовал и стал оптимальным вариантом как для старта, так и для выбора всех дальнейших компонентов. Самой интересной частью для меня стал выбор видеокарты. С одной стороны, я уже знала, какую карту хочу, а с другой не была уверена, что она подойдет моему процессору. Но, похоже, звезды сошлись, и мое надо и хочу дали мне GeForce RTX 3060 Dual OC с 12 гигабайтами. Заманчиво, правда? Я считаю, что в 2023 году такую карту стоит взять тем, кто, как и я, собирает свой первый компьютер. А для тех, кто хочет проапгрейдить уже имеющиеся, лучше рассмотреть варианты поновее. Вот она, та, что связывает всех малышей. Это матерь. И нет, не мать драконов, а материнская плата. Здесь с выбором все было достаточно просто, так как выбирается она по характеристикам процессора и видеокарты. И я решила взять Gigabyte B660 Gaming X DDR4. Она меня, в принципе, порадовала своим описанием, за исключением одной вещи. Это отсутствие встроенного Wi-Fi модуля. Но, если честно, это не стало для меня какой-то большой проблемой, я спокойно пользуюсь интернетом через кабель, да и тем более он так работает чуть получше. С выбором памяти было еще проще, так как нужно знать лишь какой тип памяти поддерживает материнская плата. Оперативная память Patriot Viper Full Blackout с двумя модулями по 16 гигабайт, что позволяет моим данным быстренько прогружаться, да и я могу работать в нескольких программах одновременно. А накопитель, он же SSD, я взяла Samsung 970 EVO Plus на 512 гигабайт, что дает моему компьютеру просто загружаться быстрее. Да, соотношение объема и цен жестких дисков и накопителей заставляет задуматься. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваша система быстро работала, то выбирайте накопитель. А если вам нужно хранить огромное количество данных, то выбирайте жесткий диск. Конечно же, любая система требует хорошее охлаждение. И поэтому кулер для процессора я взяла IT Cooling SE224XT. Он, в принципе, неплохо справится со своей задачей, так еще и имеет красивую RGB подсветку. И сколько же есть такая система? Примерно половину от того, насколько рассчитан мой блок питания. Deepcool PM800T поддерживает мощность до 800 Вт, как еще и имеет сертификат 80 плюс Gold, что означает, что он может работать практически как полноценный бесперебойник. Много не мало, как говорится. И, пожалуй, самая приятная часть – это собрать всех этих малышек в красивый корпус. Но нужно учесть некоторые моменты. Это форм-фактор материнской платы, длину видеокарты, высоту кулера и самое важное – это продуваемость корпуса. Как минимум должно быть 4 кулера, чтобы ваша система в какой-то момент не перегрелась и ваш новенький компьютер не сгорел. А то, как будет выглядеть корпус, это уже дело вашего вкуса. И переходим к мелким радостям жизни. Всю свою периферию я взяла от компании Razer, потому что мне нравится их продукция, и я очень давно хотела опробовать их девайсы.
Нам не нравится какое-то шипение, шуршание, вообще, когда плохой звук, мы перестаем что-то смотреть. Поэтому я доверилась Shure Mini, это вполне компактный микрофон, он очень легко подключается и ему не нужна никакая настройка. Если мне где-то нужно будет улучшить звук, то я могу воспользоваться сторонним софтом, например, той же OBS Studio. Что касается камеры, выбирала между своей Kiyo X и Kiyo. Разница у них в том, что у моей нет встроенной подсветки, и, в принципе, вопрос освещения я решила ставить отдельно. Она удобна тем, что ее можно использовать вместе со штативом, так как мне намного удобнее, когда камера меня в буквальном смысле снимает со стороны. Клавиатура. Выбирала я ее по своим собственным критериям, так как с моим маникюром мне не на каждый удобно работать. Поэтому я взяла Ornato V3X, это обычная мембраночка, у нее тихий ход клавиш, и в принципе она выполнена аккуратно, красиво, подсветку можно настраивать в софте от Razer, и я ей довольна с самого первого момента, как ее подключила. Плюс есть вот такая вот подставка под ладонью, это в целом очень удобно, и руки как-то меньше устают. Единственное, что меня огорчило, у меня очень быстро стерлись кнопки Fast. Это не мешает мне работать, просто подпортился немного визуал, и если я не одна такая, то я надеюсь, что ребята из компании обратят на это внимание и исправят это. Но в любом случае спасибо им за их продукцию, и я надеюсь, что еще чем-то таким они нас порадуют, даже больше. За мышку сказать ничего не могу, так как я ее еще не меняла, это самая обычная, самая простая логитековская, но проблем у меня с ней никаких нет, вполне работает, рука тоже удобно лежит, не затекает, и никаких у меня претензий к ней нет. Но в любом случае я ее в скором времени поменяю. Монитор мне тоже было важно выбрать подходящий, так как я не хотела, чтобы он был какой-то маленький по размеру или у него был отклик слишком большой. Поэтому я нашла монитор от Acer. Если честно, я не помню полное его название. Но вполне неплохо. По отклику 2 миллисекунды, частота обновления 165 Гц. По размерам взяла 24 дюйма, и иногда я могу себе устроить мини-кинотеатр. Я разворачиваю монитор в сторону дивана и, соответственно, лежу, расслабляюсь и кайфую. И что же такой компьютер может? Как минимум он хорошо работает, а вообще я могу использовать разные тяжелые программы, например, как Adobe Premiere или та же OBS Studio. А теперь давайте перейдем к тестам. Все вы знаете про бенчмарки, например, 3D Mark или AIDA 64. Они покажут вам производительность вашего ПК, но это лишь синтетика. Поэтому я предлагаю затестить мой ПК в различных играх и посмотреть, на какой графике можно играть и какое будет выдаваться количество кадров. Первая игра, которую я предлагаю затестить, это Киберпанк. Настройки выстрелены на максимум, который только дает игра, за исключением трассировки лучей, которые я просто-напросто не стала включать. Находясь в достаточно пустой локации, FPS неплохо себя показывает, держится стабильно от 75 до 80. Немножко проедемся на машине, и здесь никаких изменений, никакой разницы я не вижу. Я предлагаю сменить камеру. Теперь будем внутри машины. Да, немножечко FPS тут опускаются, но я считаю, что это не критично. Теперь давайте посмотрим, что будет в городе. Здесь намного больше уже объектов, и нагруженность, конечно же, будет побольше. Соответственно, FPS так как и должны проседать до 60. Но, как-никак, это все-таки большая локация, и это вполне естественно, что будет такая просадка. Но, как-никак, моя сборка вполне выдерживает, и я считаю, что это очень круто. Я не могла пройти мимо такой игры, как Red Dead Redemption 2, или сокращенно RDR. Она достаточно требовательна к железу, поэтому я была просто обязана затестить ее на своем компе. Настройки выставляем на все возможные максимумы, и находясь в неком подобии города, где есть хоть какое-то количество людей и построек, нам выдается стабильные 55 FPS. Что же у нас на открытой местности? Тут, в принципе, никаких просадок нет, также держится в районе 50, возможно 55 также будет, но как-никак вполне приятно играть. На вопрос, почему FPS не скачет в различных локациях, существует один простой ответ.
RDR является оптимизированной игрой, и поэтому, где бы вы ни находились, какое бы ни было количество объектов, FPS будут стабильны. Ну, конечно же, их количество зависит от того, какие у вас будут настройки. Но для меня это одна из тех игр, в которые должен поиграть каждый. Ну что ж, дамы и господа, без классики мы с вами не обойдемся. Третий Ведьмак. Я рискнула выставить настройки на запредельные, и, если честно, результат меня вполне устраивает. Стабильные 50 FPS, возможно, будет 55, но здесь не стоит велика разница. По графике, что хочу отметить, она очень приятная, очень красивая картинка, и для меня она настолько реалистичная, будто я сейчас нахожусь в этой игре. Я не знаю, у меня у одной так или нет. И предлагаю отправиться в какой-нибудь большой город, посмотреть, что будет по FPS там. Я решила отправиться в Новиград, и я не знаю, мне сейчас кажется или нет, но иногда FPS поднимаются до 60. Ну, как-никак, это очень приятно, меня это очень радует, и я буду переигрывать в эту игру с огромным удовольствием. Друзья, все, что я вам сегодня показала и рассказала, я делаю для осуществления своей мечты. Что же за контент я буду делать? Это игровой контент. Я начинаю пробовать себя в стриминге, потому что мне нравятся игры. Я играю лет с 4, и я поняла, что это меня втянуло. Я как играла в детстве, я играю сейчас, и я буду играть до конца своей жизни. Просто теперь я хочу показывать свои прохождения вам. Поэтому, если вам понравился ролик, и вы захотите меня поддержать, то поставьте лайк и подпишитесь на канал. Давайте сделаем историю вместе. Всем удачи и увидимся на стриме.